Друзья мои, доброе утро! С вами на канале Анна Ольга Николаевна. И я за кадром, пока за кадром. И мы с вами сегодня приготовим определенное блюдо. Сейчас я вам его покажу. Так, а мы продолжим. Мы отбили наш битый милый баклажан. Посмотрите, он стал как спущенный мячик. И сейчас я его разрезаю. Разрезаю. Вот так вот я его разрезаю. Фарш мы приготовили. В фарше именно у нас остается крупный лук порезанный. Это специально, не измельчая. Здесь, смотрите, мякоть мы не вымнаем, не выгребаем, так сказать, ложечкой, как обычно у нас. Ну, прежде мы так делали, да? Выгребали мякоть помятую, там либо обжаривали с лучком или что-то. Сейчас мякоть остается здесь. И мы начиняем этот баклажан. Этим фаршем, вот таким вот образом, мы туда закладываем фарш поперченый, посоленый, соленый, вернее. А то как-то мы не так выражаемся. Так вот набиваем, не стесняемся. Прям посильнее, побольше, чтобы было здесь фарша. Да, вот таким вот образом. Все. И смотрите, у нас получилась вот такая вот лодочка, набитая фаршем. Вот смотрите. Вот такой вот у нас баклажанчик. Я еще сюда добавлю лучок крупными кусочками нарезанный. Все. И сейчас мы это все поставим в духовку, в разогретую духовку. Духовку, вот я сначала форму вот таким вот образом поставлю вот сюда. Вот вы видите. И это все я поставлю в духовку, в разогретую духовку, причем постараюсь включить только низ. Ну и, возможно, в самом конце подключу верх. А может быть, только и низу будет достаточно. Посмотрим. Но на час. Поэтому с вами мы сейчас попрощаемся до готовности этого блюда. С вами на канале Анна Ольга Николаевна. И мы готовим битый милый баклажан. Вот он у нас здесь. Фарш остался, но мы найдем ему применение. А сейчас в духовку наш милый битый баклажан. Доброе утро, друзья мои. С вами на канале Анна Ольга Николаевна. Мы с вами сегодня уже встречались. Начинали готовить вот такой вот битый милый баклажан. Мы его назвали. Почему битый? Потому что это было специализированное приготовление этого блюда. Да, специфическое приготовление. Так бы я сказала. То есть мы колотили его. Да, колотили. Поэтому он битый, милый, я бы сказала, еще вкусный баклажан. Советую приготовить. Рекомендую. Правда, мы еще с вами не продегустировали. Сейчас это все будем дегустировать. Значит, я уже начала немножечко вот так вот разрезать его. Вот таким вот образом. Просто мне пришлось отвлечься на телефонный звонок. Приготовила я сюда немного зелени. Желтая помидоринка сливовидная. Здесь у меня стакан воды. Так, и яблоки. Одно, вернее, яблоко, порезанное вот так вот бубликами. Яблоко куплено сезонное, самое дешевое по цене. И киви. Киви, как бы у меня было 4 штучки, но вот последний. Здесь у меня чашечка кофе. Ну, это в самом конце мы попробуем. А сейчас мы с вами еще разочек
битый, милый баклажан фаршированный. Приятного аппетита, кто со мной кушает, кто собирается, кто покушал, хорошего дня. И сейчас мы его вот так вот показываем на срезе. Вот таким вот образом он получается, фаршированным фаршем. Да, вот тут вот хвостик я еще вам покажу. Вот таким вот образом. Да, приятного аппетита. Ну, а между делом хочу сказать, что я не пропадала никуда. Были какие-то перебои с интернетом, я не знаю почему, по какой причине, как-то зависало, как-то не получалось и так далее. И поэтому я, конечно, выставляла свою прогулку. Вот, прогулку. Тоже посмотрела сама со стороны, смотрю, очень много кадров засвеченных, но солнечный день был, поэтому, казалось бы, где-то получше, где-то похуже, где-то удалось как-то спрятаться от этих прямых солнечных лучей, но в основном, наверное, ну, как получилось уже, да. Не скажу, что вообще шикарно, качественно, профессионально, нет. Любительская съемка такая получилась, но специально был день, посвящен определенному событию, и поэтому хотелось мне с вами поделиться этим днем. Да, побывали мы в литературном кафе, это начало прогулки было. Литературное кафе, сначала изначально из истории оно не называлось литературным кафе, это уже после назвали литературное кафе, потому что там кроме Пушкина же еще и другие были, и Некрасов, и другие поэты любили посещать это место. Вот, а в дальнейшем уже его и назвали литературным кафе. Ну и я не буду повторяться, что там у меня было сказано. Все верно, все правильно сказано, как положено, все, да. Может быть, кто-то не узнал, да, там вот такая вот фигура на входе в это кафе, фигура Пушкина. Дожил он до 37 лет, погиб во время дуэли, был ранен, тяжело ранен. Ну, все это знают. А сегодня у нас день уже другой. Хороший день, солнечный день. Планы у всех свои. У меня вот, пожалуйста, сейчас, пока мы дегустируем, битый баклажан. Кстати, очень вкусный. Попробуйте. Причем не надо убирать середку, а вот когда отбиваешь, эта середка, она такая мягкая становится. Ну, аккуратненько, конечно, надо, чтобы он не лопнул, не треснул по шкуре, я имею в виду по кожице. Поэтому начиняем. И вот так вот, готовится, очень даже здорово, необычно. И мне кажется, очень даже ничего. Вот. Ну, а подать можно с чем угодно. Ну, а я с вами побеседую. Вот так вот поставим мы все, чтобы просматривалось. Хотела побеседовать еще вот о чем. Какой сегодня день? А день сегодня 8 июня. Сегодня день петербургских кошек и котиков. У нас в Петербурге Петербург и кошки – это неразделимо. Потому что в свое время, это было давно, во время блокады Ленинграда, кошки спасли город от крыс. Да, именно так. А сегодня они охраняют Эрмитаж. Да, Эрмитаж. Работают кошки в Эрмитаже. И, конечно, это особый день, который почитают кошек. Самый, первый
художники рисуют, потому что это неразрывно Санкт-Петербург, и кошки и рисуют, любители. И, конечно, предложили они такой праздник кошек. Кошка есть такая на Малой Садовой, да. Первая была кошечка и котик. Это сначала было кошечке одной скучно, поэтому, вернее, кот Елисей и кошечка Василиса. Одному было скучно, поэтому подругу еще тоже там ему поставили. На Малосадовой, если вы поднимете голову сверху, вы увидите этих двух кошечек, да. И много очень памятников кошечкам. Есть музей кошек, есть кота-кафе у нас в Петербурге, да. Детки могут туда приходить, посмотреть, понаблюдать, ну, как они там живут, и породы кошек, и рассказывают, особенно в музее, там несколько пород кошек, и рассказывают немножечко о каждой породе, о ее жизни, чем она любит, ну, что она любит и так далее. Вот, так что сегодня праздник кошек, петербургских кошек и котов. Да, мы отмечаем. И даже в этот день рекомендуют работодателям, у которых, значит, фамилии связаны с этим названием, то есть Кошкины, Котовы, Котовы, ну, в общем, вот так вот звучит, когда фамилия, отпускать этих людей раньше, потому что у них сегодня тоже праздник по фамилии. Да. Вот. Но это как бы вот такое. И сегодня вы должны и обязаны своим кошечкам обязательно купить какую-то вкусняшку. Да, сегодня у них праздник, и мы их должны поздравить с этим. Вот. Ну, а в Петербурге, конечно, очень много кошек. Их и художники рисуют, и скульптуры, и, значит, во дворах даже, ну, как бы любители, и вообще исторически так сложено, стараются поставить фигурку кошечки, и кошечка умная, и в очках, и так далее, и везде. В общем, стараются вот везде. Даже на Васильевском острове есть во дворе университета памятник кошечке, котику. То есть он вот так вот стоит, значит, на постаменте, не на высоком, фигурка кошечки, потому что она тоже внесла вклад в научные исследования. Да, и такое есть. Ну, в общем, очень-очень много кошечек у нас в Петербурге. Но это и в Эрмитаже они работают, да, работают, по-моему, сколько их там, 20 кошечек, если я не ошибаюсь, да. Ну, могу не точно сказать, но, в общем, это известная история, что они там охраняют, ну, в общем, экспонаты и вообще помещения от крыс, мышей и так далее. Да, у них такая работа. Ну, так что сегодня мы их поздравляем с праздником и покупаем им вкусняшки. Ну и, пожалуй, еще разочек я скажу всем хорошего сегодня дня. Рекомендую приготовить вот такой вот битый, милый, вкусный баклажан. Еще разочек показываю. И всем хорошего дня, всем здоровья, всем благополучия, всем добра, всем нам мира. Будьте счастливы. Заходите на канал, комментируйте, ставьте лайки, дизлайки. То есть буду очень счастлива и рада. А с вами на канале была Ольга Николаевна, и хорошего всем дня.